Всем доброй ночи. У нас скоро будет утро. Смотрите, какая красота. Ой, прям аж снежный вальс. Природа, она, конечно, само совершенство. Невероятная красота. Я вас учила заговору, да? Сколько снежинок падает с небес, столько денег в мой карман. Всем надо пользоваться. Еще в такие моменты, когда природа бушует, особенно хорошо получаются черные ритуалы. Так называемые привороты, посылы врагам и так далее. Потому что в этот момент у природы особенно концентрирована отрицательная энергия воедино. Это у нас деревья шумят. Ой, каждодневная моя рутина. Я думаю, уже и так догадались. Немного покажу вам, что я делаю каждый день. Об этом уже было сказано много раз. И у меня все расписано везде, чтобы я ничего не забыла. Чтобы я всем ответила. Мне плюс ко всему еще нужно заниматься людьми, каналом, ну и немного своей жизнью. Минут 10 хотя бы в день. Да, вот так мы живем. Что теперь делать? По-другому не получится, если ты хочешь иметь успех в своих делах. Это для тех, кто лежа на диване орет, что у него тяжкая судьба, что ему никто не помогает, и не было у него в жизни никакой поддержки, и он, бедный несчастный, сам должен что-то там в жизни сделать. Наверное, наглядно посмотреть намного лучше, чем слышать. Вот я вам показываю каждодневный план моей работы. Это вот 17-18 число. Раньше каждый день писала, сейчас через день на 2 дня просто рассчитываю. Ну, потом смотрю. Да, кстати, чеки сейчас тоже приплюсую, только что пробила. Нам нужно пробивать это обязательно. Если кто работает сам на себя, все вы знаете, что в налоговой есть ячейка, открывается бухгалтером или вами. Ну, я доверяю этот вопрос бухгалтеру. Я вообще считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. Я должна колдовать, а бухгалтер должен считать и высчитывать налоги и прочее. Нечего на себя брать функцию. Точно так же, как и шеф-повар должен готовить, а не я в ресторане, да? Не самообслуживание. Утром встаем, выводим, конечно, наших кусиков гулять. Это в основном Артур делает, потому что я пока соберусь, поднимусь. Потом уборка. Это обязательно процедура. В чистом доме порядок и чистый дух. В чистый дом привлекается удача. Это запомните. Людям, которые не занимаются домом, рано или поздно приходится прощаться с денежной удачей и со всем остальным. Это я так хаотично просто набросила, что там нужно делать. Потом я проверяю, естественно, канал, чтобы там базар-вокзал не устроили некоторые товарищи. Потому что на мой канал люди приходят, чтобы отдохнуть душой, получить надежду на хорошую жизнь, а не сидеть и собачиться между собой. Потом пробегаюсь по смс-кам. Ну, после, значит, плата – это люди, которые пришли по консультации, мне нужно им ответить. То есть консультировать полностью все, что положено. Потом, если это по пятницам, иногда не успеваю и отвечаю, скажем, в ближайшие дни. Хотя я читаю, но мне главное
узнать, что и как происходит, весь процесс, ответить я могу на днях, и они это знают. Вот это рекомендации, ответы, что и как нужно делать. Кому ничего не нужно проводить, пока я работаю, кому, может быть, нужно проводить. Опять же, мои работы, потому что это усиливает. Одно дело, когда человек лично к вам приходит, это быстрее снимается, конечно, но не у всех есть такая возможность, и не всем нужно ко мне приходить. А на расстоянии мы работаем вместе сообща, и иногда я даю какие-то рекомендации, которые нужно делать для того, чтобы работа быстрее шла. Потом смотрю консультации, я могу посмотреть, там могут быть 50-60 человек, много. Из них я выбираю 2-3 чаще всего. Остальное либо не очень готовы, еще пришли. Это не приговор, если я отказываю. Это значит, можно через некоторое время. Иногда бывает, что очень в грубой форме могу отказать, потому что вижу, что человек абсолютно, как там говорят на современном сленге, попутал и ведет себя как на базаре. И я больше этому человеку шанс не дам ко мне обратиться. Потом срочно. Вот это люди, которым я должна была ответить. У меня огромное количество групп, которые я создала в WhatsApp. Это там идеи там кинутые, что я должна снять в ближайшее время. Кому я должна ответить, если не успела, я просто пишу номер, имя человека, а потом захожу, отвечаю. Значит, вот консультация определила. Купол у нас, группа есть купол, ведьмин купол, куда я захожу, и она туда скидывает, я пишу родственникам, даю рекомендации, что им надо будет делать или не надо ничего делать. В общем, начитываю ребятам купол. Вот. Канал. Вот каналом я сегодня особо не занялась, пока еще. Вот сейчас собираюсь, хотя у нас, скажу вам честно, 4:30 уже. Но я понимаю, что люди ждут. Мне нужно людям снять, что-то подарить, что-то дать. Это нормально. Ну, раз ты занимаешься каналом, раз люди поверили в себя, ой, в тебя и в себя тоже, да, идут за тобой, значит, ты обязан, ты несешь некую ответственность за этих людей, и будь добра вести этих людей за собой. Лекции, которые я планировала, ну или ролик, вот «Мир мертвых», или «Мир», «Загробный мир» уже назвала. Не знаю, сегодня смогу ли, успею, хватит ли сил. Это самая малость, вот, которую я выписала. Естественно, там еще много всего остального. И не забывайте, что здесь живые существа, создания ходят, и их нужно кормить, выводить, за ними убирать. Это нужно обязательно. Ну вот, собственно, весь мой день так запланирован, расписан. Если я один день, например, себе позволю там куда-нибудь выйти, ну, значит, все, это завал. На следующий день мне нужно это все выгребать. Но остальные дни это обязательно плата за сайт, это узнать, что и как нужно делать, потому что человек ведет сайт, нужно оплачивать работу, понятное дело. Ну, хостинг и прочее мы оплачиваем не так часто, по-моему, раз в полгода или год сразу. Потом приближается время, значит, налогов. Мне вот скидывает человек, сколько чего, куда. Это все оплачивается. В начале года там берут пенсионные, все, что положено. Вот где, когда собой заняться в этом всем деле. Вы знаете, вот я поняла одну вещь. Чем больше занимается человек, я раньше думала, почему люди, которые много работают, они как-то молодость свою сохраняют больше, знаете. Реально. Казалось бы, много работаешь, должен раньше стареть, раньше дряхлеть. Нет. А я теперь поняла. Во-первых, мозг отключен. Ты постоянно не думаешь о старости, о том, что будет. Все время как-то не накручиваешь, потому что все управляется нашим мозгом оттуда. Начинаем чего-то бояться, и это как раз усиливается внутри в голове. Потом, ну, то есть минимальная косметика, которая, ну, вообще раз в месяц, может быть, куда-нибудь выходишь, что-нибудь нанесешь. Минимальная косметика, она дает коже возможность отдохнуть.
И чем больше, ну это, конечно, если люди работают, ездят, им приходится приводить себя в порядок, в любом случае они тоже, они тратят много времени и прям много косметики на то, чтобы как бы привести себя в порядок, так по-быстрому. И чем старше становишься, тем меньше красится человек, тем моложе выглядит. Вот не зря говорят, что работа, значит, украшает человека. Есть такая притча, когда плуг, мы же знаем, это начало-начал. Это то, что дало возможность человечеству обрабатывать землю, следовательно, выращивать какие-то культуры, хлеб, зерно и так далее, и начать жить лучше. Потому что вы не думайте, что во все времена люди так жили хорошо. Хорошо, да, у нас 3-4, не знаю, там пальто, шубы, у нас много одежды. Раньше такого не было. Перешивали и передавали от бабушки там, к внучкам, понимаете, по несколько вещей носили всю жизнь. И не было такого изобилия. Это мы пришли к этому, потому что мы начали осваивать новые технологии, создавать больше и больше. И вот есть такая притча, когда, значит, два плуга у крестьянина лежали где-то по хозяйству, там, в сарае или где. И вот одним он все время пользовался, а второй лежал и лежал, новый. И потом он заметил с удивлением, что тот, который не работал, он начал ржаветь. И отсюда вывод, что человек, который много работает, он блестит. А тот, который ничего не делает, он ржавеет, понимаете? И тот, который ржавеет, он старается всеми силами мешать и колеса подставлять. Ой, не колеса, а палки вставлять в колеса. Ну и ничего страшного, может и колеса тоже. Тому, кто работает. Теперь, вот выписано здесь, не буду сейчас полностью показывать, выписаны здесь работы, которые я должна снять в ближайшее время. Какие успею, какие не успею. У меня вот, я даже не знаю, вот это все расписано, все сказано. Я как одержимая собирала всю жизнь старинные книги, где там можно было что-то посмотреть, что какие-нибудь... Даже ради одного ритуала я покупала книгу, даже если там все остальное была мура. Но вот один ритуал был, мне нравился, и я, конечно же, его брала, потому что ради этого ритуала стоило брать целую книгу. Как вам объяснить, друзья мои, работать надо. Трудиться. Уже об этом говорилось, конечно. Просто решила сегодня наглядно вам показать. Это в день вот столько надо успеть и сделать. Потому что это каждый день. Это каждый день ответы людям. Это каждый день консультации с людьми. Это каждый день купол, потому что каждый день пишут люди. Это поиск пропавших людей. Это возвращение человека, который попал в окружение, и такое много раз удавалось, и я рада этому, конечно. Ну и для себя иногда начитывать, потому что нужно скидывать это все собранное отрицательное, потому что она накапливается, потом мешает жить. Вот, ну вот так вот, некогда думать о плохом. Даже если очень хочется. Я не знаю, откуда мы берем эти силы. Мы сегодня говорили с Яной, она говорит, ну, единственное, что я могу сказать, это боги нам дают силы. Иначе мы бы давно уже откинули копыта. Вы знаете, Рима Маркова и Мордюкова были очень похожие актрисы, и часто, когда спрашивали, по-моему, Маркова говорила, мы лошади с одного конезавода. Вот примерно то же самое я, наверное, могу сказать о нас с Яной. Лошади одного конезавода. Я недавно выставила, где они поют с Артуром. Любят петь иногда. Это уже старый ролик. Уже почти 2 года этому ролику. Мы в этом году практически вообще, ну не практически, а вообще никуда не выходили. Ничего в этом году вообще было не до себя. А выходим
не для того, чтобы там дискотеку устроить и там гулянки, а просто хотя бы на полчаса, на час отвлечься от всего, перезагрузить мозг и вернуться. Потому что с такой нагрузкой вот реально можно двинуться по фазе. Но только не мы. Мы крепчаем. Судя по тому, как нас любит жизнь, мы очень сексуальны. Знаете, да, такое дело? Ну, действительно, сильные люди, правда, друзья мои, их закаляют трудности. Они становятся как тот самый плуг, который усиливается, то есть блестит, улучшается. Не ржавейте, работайте. Пока мы живые люди, пока мы есть на земле, мы должны что-то делать. Выполнять ту миссию, ради которой нас сюда отправили, собственно говоря. Пойдем еще раз на снег посмотрим, на эту красоту. Велес пока здесь находится. Сегодня Гиса там кружилась вокруг него, обнюхивала, что-то там просила у него по-своему. Вы знаете, смех смехом, а очень может быть, что они на своем языке что-то и просят. Это нам кажется, что мы такие все умные, а значит, наши... Ой, вот, наконец-то думаю, чего-то не хватает. Что наши пушистые детки, они такие глупыши, а мы такие, знаете ли, венец цивилизации. Нет, очень даже нет. Очень может быть, что на своем языке они что-то и говорят, и это может быть очень даже вполне реально. Так, пойдем на снег поглядим, а потом я сяду и попробую кое-что еще снять. Потому что спать мне еще рановато. Мой спокойной ночи, малыши, еще не наступил. Сейчас мои, как там на современном сленге, мои хейтеры храпят, видят 20-й сон и думают, как бы утром что-нибудь гадкое снять, написать, как-нибудь обозвать, как-нибудь облаять меня. Сил набираются. Как вам не стыдно? Просто вот правда. Я понимаю, что я знаю, что эти люди никогда ничего не смогут против меня делать, как и до них было, и после них, но просто иногда хочется сказать, как вам не стыдно? Какие вы бесполезные существа, как вы мешаете нужным людям в этом мире? Ничего святого нет. Я уж не говорю о том, сколько мы ребятам отправляем. Это я вообще молчу. Это наш долг, но это очень, очень непросто и очень, это очень тяжело. Это не только материальные затраты, это моральные, это душевные. Ой, даже не объяснить словами это. Ну да ладно. Пошли на снег смотреть. Во, красота. Видите? Метелица. Ну, не сильная, конечно, так. Чуть-чуть слегка. Но все равно создает такой ажиотаж. Ой. Лес наш. Опять же, этот сарай, который многим очень нравится. Ну, что делать? Я уже даже предлагала этой бабке деньги, чтобы они снесли. Но не хотят. Ну, что теперь тут сделаешь? Тут уже ничего не сделаешь. Бабки они такие, ни себе, ни людям. Они тут ничего не делают, только малина, что там растет. И там между собой как-то так. Две сестры, что ли. Сами не знают, зачем им эта земля, но вот так вот заняли. Ой, все, друзья мои, пойду я. У меня много дел. Очень хочу еще кое-что снять и вам подарить. Надеюсь, у меня сил хватит. Всем удачи!